Поговорим сегодня о ласке. И не о той ласке, о которой вы подумали, маленькие извращенцы, а о самом маленьком хищнике в мире. О зверьке, содержать которого мне выпало большое удовольствие. Ласок еще в Древнем Риме содержали как пэтов для борьбы с грызунами. Затем их вытеснили более покладистые коты и хорьки. Однако с теми же котами и с хорьками у ласок мало общего. Ласка не придет по первому зову к вам ласкаться, не будет мурлыкать у вас на руках. Да и в принципе в эти самые ваши руки может внедраться. Идем гулять. Заводчиков этих милых созданий единицы, а цена на них крайне высока. Однако, как и в случае с любым животным, приобретенным у надежного заводчика, вы получаете здоровое и социальное животное. Обратная ситуация обстоит с ласками, выловленными в природе. К слову говоря, изъятие любого животного из природы – это уже преступление. За исключением тех моментов, когда ему требуется помощь и реабилитация. Отмечу самый главный фактор социальности ласки – это время. Собственно, как и с любым другим животным. Даже выкормыш, привыкший к вам с первых дней, может потерять с возрастом к вам интерес. Поэтому я постоянно занимаю бусинку новыми играми, пытаюсь как-то привлечь к себе внимание, беру постоянно с собой на прогулки в магазины. То есть показывая, что я в ее жизни есть. Я категорически не рекомендую заводить это животное, если вы не сможете уделять ему время 24/7. Я сейчас, конечно, не буквально, потому что 16 часов в сутки ласки спят. Однако, если вы не собираетесь держать ее на самовыгуле, знайте, будут моменты, когда ваша шерстяная сосиска проснется, а вас нету дома. И клетка закрыта, а ласки очень обидчивы. Прощай, слепое детское доверие. Отныне вы интересны только, когда в ваших руках еда. Побежали. Ты моя умничка. Блин, на улице тупак, сволочь. Ну вот, собственно, у бусинки тут такое гнездо. Этой зимой я на шубку не сменила. Может быть, следующей получится. Но за шиворот не залезла. Коготочки остренькие. В принципе, домашние ласки могут и ни разу не поменять свою шубку. Могут сделать это частично. Как говорила, мне маму шапку надеть. В меру любопытное создание. Не было ни разу такого, чтобы она попыталась как-то с меня слезть. Несмотря на всю свою любознательность, она предпочитает оставаться в безопасной территории под моей одеждой. Сейчас тем более холодно, а шубка-то у нее не зимняя. Ну вот так вот у нас происходит прогулка. Он с удовольствием гуляет, прекрасно знает слово «гулять». Собственно, на него реагирует как собака, так и бусинка. Самое главное, что во время прогулки она не делает свои грязные делишки на меня. Один раз было, это было осенью, мимо проезжала машина, которая чистит тротуары. И она испугалась шума этой машины. Она начала истерить и свалилась с меня. Благо я полурослик, и падать было невысоко. Да и в принципе они не такие уж и хрупкие. В общем, упала, но она тут же обвоняла меня, конечно, все. Но она тут же забралась обратно, спряталась под одежду. Вот. После этого я думала шлейку ей сшить, но слишком она такая, как вода, в общем. Не ласка, а жидкость. В общем, не получилось у меня, не прокатил этот фокус. И приходится вот так вот. Ну ничего, в принципе, нормально. Кстати, о еде. Ласки – облигатные хищники, и каким бы ни был волшебным ваш супер-премиум корм, вам придется кормить ее цыплятами, перепелками и грызунами. Иногда можно угостить ее фаршем, субпродуктами, тем же вышеназванным кормом, но 90% рациона должны составлять вышеперечисленные животные. Я сейчас не призываю все бросить и начать скармливать своих любимых крысок и хомячков. Корм для куньих, хищных птиц, для змей продается в магазинах. Уже в замороженном виде это и гуманно, и удобно. Почему удобно? Потому что ласка делает заначки. Замороженную тушку цыпленка легко разделить на несколько частей и выдавать порционно, чтобы избежать тех моментов, когда ваша ласка спрятала какую-то из частей под вашим шкафом, и эта еда начала вонять на второй день на весь дом. Ты где там? Фу, Буся, спасибо. Бэ. Мой лифчик положила в косточки. Как это мило. Тут еще вон головы всякие. Красота. Пожалуйста, вот вам подарочек возвращаю. На данный момент бусинка уже считается взрослой особью, и питается она дважды в день. Но, как и у истинного полурослика, у нее есть второй завтрак, второй обед, второй ужин.
Приехала для бусинки еда. Это где-то на 1,5 месяца. Я вот приобрела уже в замороженном виде цыплята и замороженные грызуны. Вот в таком виде по 10 штучек. Здесь 5 пачек. Собственно, наша размороженная цыпа. Здесь у нас ножки, голову, горлышко с грудкой. Все это делю. А на ночь даю саму тушку с желточком, потому что ночь у нас длинная. Пока я сплю, не могу, к сожалению, порционно ей выдавать. И в закрытой витрине вот она ест вот эту вот красоту. Потому что ночью промежуток больше. Эти, подожди. Бусинка выбрала себе кусочек. И сейчас мы пойдем кушать в витрину. Бусинка, слышишь? В витрине кушать будем. Даже если ласка ваша будет на самовыгуле, ей все равно нужен свой угол. У меня это витрина с полками, гамачками, с колесом. Там животное проводит время, когда не может быть везде. А именно ночью, когда я делаю уборку с моющими средствами, ну и во время еды. В остальное время она и правда находится везде. Да, она залезет в любую щель вашего дома или квартиры. И даже может облюбовать несколько укрытий, где после загула может вздремнуть. Однако бусинку стоит позвать, и она тут как тут. Ну вот наша витрина небольшая. Бусинка здесь ночует. Да, Бусь, про тебя рассказываю. Где ты там? Иди сюда. Бусинка, иди сюда. Иди сюда. Да? Ой, ты какая вредная. Вреднючка такая, вреднючка. Кур-кур-кур. Всякие кабачки. И тут спит, там у нас тряпочка. Здесь она еще любит нычить свою еду оставшуюся. Ходит вот она вот в эти лоточки. Хоп. Вот, щикнула. Там вот тоже какулечка. Здесь еще лоточек. Тоже какуля. Витрина 75 сантиметров высотой, 65 длина и 45 глубина. Тут главное не прозевать момент. Без приукрас я 2 месяца не спускала бусинку с рук после приобретения. Как и любой другой щенок, она явно давала понять, когда хочет сделать свои грязные делишки. Я тут же несла ее в витрину, сажала в лоточек, поощряла вкусняшкой. Со временем она привыкла. Да, у нее есть понимание туалета, однако при самовыгуле по дому будьте готовы к тому, что туалетных мест будет несколько. У меня даже в витрине их несколько. Да, она может чуть-чуть не добежать, промахнуться, но для меня это не критично. Все свои дела она делает на пеленку, я просто каждый день ее меняю. Запах есть, но он не сильный, нужно очень постараться, чтобы его услышать. Качественный наполнитель в лотке и каждодневная уборка лишат вас возможности узнать, как пахнут ласки. Кроме тех моментов, когда они пугаются. Вот тут надевайте противогазы, потому что ласки пукают. Запах очень специфичный, но ввиду маленького размера животного он быстро выветривается. Ну иди. Кстати, о размерах. То, что вы видите, это взрослая самка ласки. Животное очень игриво, поэтому если вы не хотите фарш вместо рук, не приучайте ее к играм с руками, как это сделала я. Лучше воспользуйтесь обычными кошачьими игрушками, палками-гонялками, мышками и так далее. Кто у меня такой разговорчивый? Ой, разговорилась. Идем. Хоп. Хоп. Молодец.
Да, ласки кусаются. И делают они это не из-за агрессии, не потому что они хотят перегрызть ночью вашу артерию. Просто это их язык общения. И укусы могут быть нежные, ленивые, возмущенные, требовательные. К слову, бусинка ни разу меня не укусила до крови. Вопреки всяким страшилкам, ласки не грызут провода, не портят вашу мебель, не точат о нее когти, не покушаются на жизнь других ваших животных. Само собой, не экспериментировать, не надо знакомить вашего хомячка с лаской. Хомяк должен жить в своей клетке, ласка в своей. Помимо бусинки у меня еще более 50 животных, за безопасность которых я не беспокоюсь. Потому что бусинку они не интересуют, пока не находятся в своих домиках. На ее счету нет ни одной попытки вскрыть чью-либо клетку или террариум. Как, например, это было бы в случае с хорьком. Ну и подводя итоги, давайте оценим ласку по шкале от 1 до 5 по нескольким критериям. Доступность. 1 из 5. Я знаю только 2 заводчиков, которые разводят ласок. Цена. 1 из 5. Многие люди приходят в шок, когда узнают, что ласка, которая мочит их домашнюю дичь, может стоить 30 тысяч рублей. Приручаемость. 3 из 5. Снимаем 2 шкалы за укусы и обидчивость. Уход 4 из 5. Снимаем 1 шкалу за туалет и пуки. И общий балл, который бы я поставила ласке, это 3 из 5. Все-таки это дикое животное со своими нюансами. И чтобы домашняя ласка оставалась таковой, нужно приложить немало усилий. С вами была Гамма Мама, и в каждом ролике, шаг за шагом, я буду детально разбирать нюансы ухода за каждым из моих животных. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. В комментах можете написать, о ком снять следующий ролик. Ну а я с вами прощаюсь, всех целую, всем пока. Ой, разговорилась.